Приветствую вас, мои ласточки! С вами снова Алла Касаткина, проект «Ладная я». И сегодня мы с вами поговорим, а что же мужчина должен в отношениях? Потому что у каждой женщины, давайте не будем скрывать, у каждой женщины, когда она начинает устраивать свою личную жизнь, или даже если она уже живет с мужчиной, в голове есть вот такой здоровенный до неба, до луны списочек, чего мужчина должен по умолчанию в отношениях. Очень часто женщины так и говорят. Он сам должен догадаться, что он должен. Но что мы имеем? Мужчины хреновые догадчики, они не угадывают ваших должен. Мужчины действуют совершенно по-своему. И отношения вместо того, чтобы два должен, я же свое должен делаю, и отношения вместо того, чтобы радовать и ее, и его, рассыпаются вдребезги, или кто-то в этих отношениях чувствует себя несчастным, а второй качает права и абьюзит по полной программе своего партнера. Что делать? Как быть, чтобы отношения радовали? Что на самом деле должен мужчина? Что должна женщина? Давайте будем разбираться. Меня зовут Алла Касаткина, я психолог, работаю с женщинами почти 20 лет, помогаю им находить свое собственное счастье и реализовываться в жизни. Ссылка на мой сайт вот. Если вы там еще не были, там очень много полезной информации для вас. Подарочек для вас есть в описании этого видео. Курс «Секреты счастливых женщин». Переходите по ссылке, подписывайтесь и получайте его к себе на почту. Если вы еще не подписаны на канал, красная кнопка под этим видео. Жмем, подписываемся и смотрим видео, применяем в своей жизни. Лайки и комментарии очень любит YouTube. Они ему подтверждают, что это видео действительно полезно для вас, а мне они говорят о том, что снимать эту тему и развивать стоит дальше. Поэтому все в ваших руках. Ну и плюс, давайте будем честны, простая благодарность тоже мне приятна. Что же на самом деле должен мужчина? Смотрите, какая штука. Вот тот длинный список, который у нас сформировался по жизни, очень часто он состоит из того, что нам еще с самого детства, с самых лохматых детских времен рассказывали, что должны мы. Мы себе где-то мотали, от кого-то слышали, мы этот списочек собирали как лоскутное одеяло по кусочкам из разных источников. Но этот список у нас в голове. Вот что самое неприятное в этой ситуации. Он у нас в голове. И если каждый из вас сейчас сказать, а ну напиши мне быстренько этот список, вы его не напишете вот так с лету, потому что там в этом списке столько всего, что может оно и даром вам не надо, но оно есть и сидит как заноза в пальце. Очень больно, неприятно, а вытаскивать не хочется. Хочется, чтобы кто-нибудь пожалел, поцеловал и погладил. Да? Вот то же самое почти с нашими ожиданиями. Но неприятное в этой ситуации не только ваш список, в котором вы не признаетесь ни себе, ни мужчине при встрече, вы его тоже назвать не решаетесь. Почему я сейчас его выкачу, он меня пошлет и все. И не будет у меня вообще никаких отношений. Поэтому мы им обычно молчим. Но это еще не вся неприятность. Вторая часть этой неприятности, у мужчины в голове такой же список есть. И чем больше мужчина готов к тому, чтобы сесть вам на шею, чтобы абьюзить вас, чтобы диктовать вам условия, чтобы превратить ваши отношения в зависимые, тем длиннее этот список тоже в голове у мужчины. Но в отличие от вас, мужчина точно знает, как он будет из вас выжимать, как из котика, все, чего он хочет. И делать так, чтобы вы сделали все, что он считает, что вы должны. И неприятное еще в этом, что вы легко с этим соглашаетесь. Часть тех вещей, которые по умолчанию вы на себя взваливаете, они входят в его список, что женщина должна. Вы с ним согласились, стали работать, а он не делает ничего из вашего списка. И получается, что отношения такие, знаете, как покупка с подвохом, с душком. Ему хорошо, а вам плохо. Что делать? Возникает логичный вопрос. Что делать? А делать вот что. Во-первых, самой трезво посмотреть на свои ожидания, чего я хочу от мужчины. Должен по умолчанию сейчас уже не работает. Потому что сейчас работает немножко другая схема в отношениях. О чем договорились, то и должен. Каждый на себя взял свой кусок работы, озвучил, что я за это отвечаю, и только тогда с него это можно потребовать. Но если вы сошлись с мужчиной просто потому, что он такой офигенный красавец, и у него что-то висит между ног,
Простите, пожалуйста, он ваша радость, он ваш приз, и вы обслуживаете пользование призом и платите мзду за радость. Вот и все. Угу. Неприятная штука получается, правда? Хотела счастья, у меня в голове вот такой список, а на самом деле я ничего с этого списка не имею. Поэтому, мои хорошие, разбираемся, чего же мы действительно хотим от мужчины. Ртом, это очень важно, ртом говорим с первых встреч, а что мы хотим получить от мужчины, от отношений, чтобы четко понимать, если это не он, пусть идет в сторону, пусть отсеивается, пусть не гадит в вашей жизни. Поверьте мне, один откажется, второй откажется. Я знаю, в комментариях мне очень часто пишут, а если я его пошлю, его кто-нибудь обязательно подберет. Но если кто-то подобрал ведро с помоями, вам-то что от этого? Вы что, оттуда пить собирались? Нет. Вы думаете, оно превратится в ведро духов? Нет, не превратится. Оно каким было, таким и останется. Поэтому давайте договариваться так. С собой договариваться. В первую очередь. Трезво смотреть на свои ожидания от мужчины, от отношений. И не он вам должен по умолчанию, и вы ему должны по умолчанию. А вы должны друг другу только то, о чем вы ртом договорились и выполняете. Вот такая вот штука, и тогда будет вам счастье. Если вы со мной не согласны, спорьте, отстаивайте свое мнение в комментариях, с удовольствием выслушаю все ваши аргументы, отвечу на вопросы, если они у вас возникнут. А мы с вами встретимся в следующих видео. С вами была Алла Касаткина, проект «Ладная я». Пока-пока, мои ласточки.